Всем хуй, с вами я Гречка, и вы на канале Никнейм из Гречка. Сегодня я вам расскажу о новостях, которые произошли за недавний период. Заваривайте чаек, ну а я начинаю. «22 года назад вышла игра Тропика. Эта игра была забавным градостроительным симулятором про придуманную банановую республику на острове посреди Карибского моря. С той поры вышло 6 игр, что довольно достойный результат. В этой игре можно многое, начиная от налаживания производства и заманивания туристам, заканчивая тем, чтобы грамотно на выборах смухлевать и на счету в шведском банке большую сумму накопить. Netflix решила помимо фильмов и сериалов портить игры. Один из боссов компании Грег Питерс заявил, что в текущем году на их платформе для игр Netflix Game должны выйти 40 новых игр. Одна из них это Oxenfree 2, приключенческая игра, которую разрабатывают силой собственных студий сервиса, потому что таких игр будет больше. Недавно был анонс продолжения Metroidvania Blasphemous 2, и герой первой части пробудился, чтобы продолжить приключения по новым землям. Сюжет сиквела начинается там, где закончилась DLC Wounds of Evending. Боевку обещали сделать еще более жесткой, а геймплей более разнообразным. Релиз обещают на всех платформах летом этого года. После того, как Electronic Arts сделала в Sims 4 Free-to-Play, население игры выросло до 70 миллионов. Ежедневно количество игроков увеличивается на 53%. Большая выгода для EA в том, что продажи DLC и тематических наборов резко подскочили, а их в игре более 60 штук. Если покупать их все, то они обойдутся в $1000. Студия внезапно объявила, что повышает системные требования, которые и так были высокими, к игре World of the Rings Gollum. Для минималок GeForce RTX 360 или Radeon RX 5700 XT, а раньше было GTX 1080 или RTX 2060. Напоминаю, что игра выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра уже ушла на золото. За день до выхода Dead Island 2 в сети появилось полное прохождение игры. В сумме игру проходили за 13 часов, а сюжет в игре, по мнению журналистов, не очень. Игра уже вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Series. Capcom отреагировала на проблему ПК-версии ремейков Resident Evil 2 и 3, которые после патча потеряли поддержку RTX. Издатель говорит, что опция трассировка лучей, пропавшая из Steam-версии этих игр, в будущем обновлении будет восстановлена. Также игроки жаловались на потерю HDR и 3D звука. Судя по ответу компании, все это просто случайность. Ну а с вами был я, Гречка, вы были на канале Никнейм из Гречка. Я надеюсь, вам понравилось видео и вы узнали из него много нового о игровом мире. Всем мира и покоя.